Привет, друзья! С вами снова канал «Не беглый». Мы продолжаем говорить без лжи, без страха, без цензуры. Минувшая неделя снова была богатой на события. И основным ньюсмейкером по-прежнему был Сергей Тихановский. Но в нашем дайджесте мы уделяем время не только ему, потому что интересных тем хватает. В начале видео по-прежнему призываю вас подписываться на наш канал. Ваши лайки, репосты и комментарии помогают развитию канала, чтобы мы и дальше могли говорить без лжи, без страха, без цензуры. Что ж, поехали. В течение прошлой недели Сергей Тихановский успел как вдохновиться белорусами, так и разочароваться ими. Произошло это настолько быстро, что мы даже не успели записать наш еженедельный дайджест. Поэтому обо всем по порядку. Буквально сразу после митингов в Варшаве и Вильнюсе с участием Читы Тихановских вышло обращение Сергея к белорусам. В этом обращении он ни много ни мало попросил у белорусов 200 тысяч евро на то, чтобы нанести первый сокрушительный удар по режиму. А только для первого удара нужны ресурсы – более 200 тысяч евро. И это небольшие средства для достижения таких масштабных целей. Причем были даже указаны конкретные сроки этого удара – через 3 недели. Естественно, это видео вызвало разные эмоции у белорусов. От легкого недоумения до откровенного стёба. И белорусов можно понять. За 5 лет якобы борьбы они настолько наелись всяких лозунгов от так называемых лидеров, что больше не верят пустым словам. Словам, которые не подкреплены ни стратегией, ни конкретным планом. Поэтому вполне логично, что практически никто не откликнулся на призыв Сергея Тихановского. В чем и признался сам Тихановский в следующем своем видео, буквально через несколько дней после призыва. В нем Сергей фактически раскритиковал и даже обвинил белорусов, что они не смогли скинуться ему на борьбу с режимом. Я обратился к вам за помощью, и вы задонатили мне 1000 евро. И ждете мощного удара по лукашизму через 3 недели. Стыдно и больно. Очень похоже, что Сергея кто-то просто сливает. Вместо того, чтобы помочь восстановиться человеку, прошедшему жесткие испытания белорусской тюрьмой, его сразу бросили на амбразуру. Видимо, те, кто принял такое решение, хотели на волне ажиотажа, вызванного выходом на свободу одного из символов 2020 года, просто-напросто по-быстрому срубить бабла. Потому что спустя 5 лет имитации деятельности втюхивать белорусам новый паспорт, новую конституцию или еще один план перемога становится все сложнее и сложнее. Да, и с западными донорами стало туговато. Там тоже прекрасно видят, что происходит внутри белорусского комьюнити за границей. А тут идеальная картинка для доноров. Так сказать, наглядная визуализация того, что делают с политзаключенными в белорусском ГУЛАГе. По идее, это должно принести дивиденды здесь и сейчас. Поэтому образ Сергея Тихановского нужно по максимуму эксплуатировать, пока тема еще на волне хайпа. И те, кто стоит за этим, просто игнорируют, что этой картинкой стоит человек. Человек травмированный, которому нужно физическое и психологическое восстановление. Конечно, нельзя исключать, что Сергей сам стал инициатором всего этого информационного шума вокруг себя. Тогда к нему появляется еще больше вопросов. Прежде чем выходить к белорусам в 2025 году, нужно сначала как минимум переварить 2020 год и выбросить его из головы. Мы все находимся уже далеко в другой точке. Затем нужно понять, что происходило в земсилах, возглавляемой твоей супругой, все эти 5 лет. Услышать не только тех, кто свято верит в офис Тихановской, но и тех, кто его критикует. А не записывая сразу в агенты КГБ тех, кто критически оценивает деятельность этого самого офиса и его серых кардиналов. В результате, что мы получили за неделю?
Красивый лозунг. Критическую реакцию белорусов на этот лозунг. Разочарование потенциального старого-нового лидера и обвинение белорусов в том, что ничего не получается. Какая-то до более знакомая риторика, когда обвиняют всех вокруг, но только не себя. Ну да ладно. Тем более, буквально вчера Сергей Тихановский сказал, что, мол, его неправильно поняли, и он не собирался обвинять белорусов. А маленькие темпы сбора денег – это все происки то ли ФСБ, то ли КГБ. Да и вообще, он еще во многих вопросах не разобрался. Поэтому не судите строго. Я испытываю Сергею Тихановскому искреннюю эмпатию, как человеку, прошедшему через серьезные испытания, и призываю его все-таки взять паузу, чтобы реально разобраться в том, что происходило и происходит в белорусском обществе, понять настроение людей и сделать это самому, а не через призму офисных советников. Да, скорее всего, его будут ждать много разочарований. Но таково реальное положение дел. И пока Сергей не примет эту реальность, он так и будет вызывать у людей гамму чувств. От недоумения до откровенного стёба. Конечно, прежде чем попытаться разобраться во всех нюансах белых сил, Сергею Тихановскому нужно поправить здоровье. И речь не только о физическом здоровье. Последнее интервью Сергея каналу «Жизнь Малина» породило еще больше вопросов о его состоянии. К сожалению, тюрьма никого не щадит. И хочется надеяться, что если Тихановский сам не видит каких-то вещей, то находящиеся рядом люди, кто искренне беспокоится за его здоровье, ему подскажут. Возвращаясь к вопросу ответственности, скажу следующее. У белорусов накопилось много вопросов и к офису, и лично к Светлане Тихановской. И на них в любом случае кто-то должен ответить. Эти вопросы не сводятся лишь к деньгам, которые были выделены на демократию и растворились в небольшой кучке прикормленных фундаций. Это намного шире. Речь идет о справедливости, о равных возможностях, о единстве, которое, чего тут скрывать, просрали. И если ты претендуешь на лидерство, то на эти сложные вопросы нужно отвечать, а не прятаться за ручные, типа независимые СМИ и подписание соглашений о неразглашении. Пока часть людей, не имеющих отношения к протестам 2020 года, хорошо пристроились в офисных и околоофисных структурах, многие из тех, кто прошел через репрессии, вынуждены просто-напросто выживать в эмиграции. Пока одни играют в футбол за политзаключенных, которые им нужны только для получения очередных грантов, другие реально помогают один одному и пытаются объединиться на горизонтальном уровне, без просьб о 200 тысячах евро и ярких лозунгов. Пока дети одних учатся в Великобритании, другие вынуждены работать на двух работах, чтобы обеспечить свою семью всем необходимым. К родителям детей, которые учатся в Лондоне, мы еще обратимся с вопросами, на которые хотим получить ответы. И сразу скажу, для очередной волны офисных хейтеров. Это вопрос про прозрачность и отчетность, а не попытка влезть в личную жизнь. Если человек объявляет себя лидером, то он обязан отчитываться перед людьми, в том числе по доходам и расходам. И все эти песни про то, что они получают гранты под конкретные проекты и обязаны отчитываться только перед донорами, это для наивных или прикормленных. Если бы не было 2020 года, не было бы такого количества репрессированных, то не было бы и никаких многомиллионных грантов. И поэтому мы, белорусы, имеем полное право знать, что было сделано за прошедшие 5 лет и на что были потрачены деньги. Точка. Это нужно, чтобы было меньше таких историй, как с Леончиком и его инициативой BuyHelp. На неделе вышел отчет Норвежского Хельсинского комитета о проверке деятельности различных помогающих белорусам инициатив.
Согласно этому отчету, к инициативе Леончика предъявлены серьезные претензии, в том числе о сливе данных и финансовых нарушениях. Хотелось бы, чтобы проверка не ограничивалась высказыванием глубокой озабоченностью, а имела вполне конкретные юридические последствия для виновных. Естественно, если обвинения подтвердятся. Это также один из важных моментов для белорусов, у которых после 2020 года обостренное чувство справедливости. Белорусы хотят видеть, что законы работают хотя бы здесь, и что они для всех одинаковые. Потому что обратную картину мы уже видели у себя на родине. Хотя, скажу откровенно, у меня нет иллюзий по этому поводу. Больше похоже на то, что Леончика и его инициативы просто попросят на выход из числа помогаторов, а дело о нарушениях замнут. Потому что в противном случае можно ненароком накликать беду на себя. Эта ситуация пока что напомнила историю из Беларуси, когда проворовавшегося чиновника или силовика увольняют задним числом или пересаживают на менее хлебное место. Ведь хоть он и сделал что-то преступное, но он же идеологически свой, и своим можно прощать некоторые вещи. Вот такая выборочная справедливость, как есть. Естественно, мы не смогли обойти стороной покушения на Павла Латушко. Как говорится, какой политик, такое покушение. Вот даже интересно, самому Павлу Павловичу не стыдно за такое нападение? Ведь столько пафоса было, 151 письмо с угрозами, уголовные дела о планируемых покушениях, личная охрана. И с другой стороны, боевая пластмассовая мусорка. Если это уровень работы КГБ, то у меня только один вопрос. Как мы не смогли победить в 2020 году? Ну, а если серьезно, то в этой ситуации жалко только напавшего на Латушко. Я не знаю, что им двигало, чтобы пойти на этот шаг. И, конечно, не одобряю такое поведение. Но его выходка больше похожа на шаг отчаяния. Зато теперь его ждет депортация. Скорее всего, эфир на ОНТ или БТ, покаянное видео и очередной инфоповод для пропагандонов режима. Видимо, Пал Палыч заревновал, что информационную повестку перехватил Сергей Тихановский и решил, что нужно обратить внимание на себя. Тут тебе снова и угрозы убийством, и угрозы эвакуации из Польши в Беларусь. Ой, извините, похищения и вывоза. А в итоге что? Лишенная логики эмоциональная акция выгоревшего в эмиграции белоруса. На прошлой неделе прошла новость, что по помилованию выпустили очередную группу политзаключенных. Можно по-разному относиться к процедуре помилования, но пока что это единственный вариант досрочного выхода незаконно осужденных белорусов. И в любом случае этот шаг можно только приветствовать. Жаль, конечно, что это происходит на фоне неутихающих репрессий и новых посадок. Освобождение американцами Сергея Тихановского и группы других политзаключенных породило надежду, что этот процесс продолжится. Возможно, очередная волна помилования – это также часть этого процесса. Тем более, что на какие-то важные события в ближайшие недели намекал и Тихановский, и даже Лукашенко. Конечно, словам диктатора веры нет. Но надо признать, что когда он начинает говорить без бумажки, то выдает интересные инсайды. Тем более, что его пресс-служба не включила слова про то, что в ближайшие несколько недель мы что-то увидим. В официальную текстовую версию выступления. Поэтому очень надеемся, что в ближайшее время мы действительно увидим на свободе многих или даже всех наших ребят и девчат. Если, конечно, Лукашенко это имел в виду. И даже не важно, кто приложит к этому руку – американцы, европейцы или марсиане.
На этом фоне как-то подозрительно выглядят слова Светланы Тихановской, которая обратилась к американской администрации с призывом не давать никаких поблажек режиму даже за то, что тот выпускает политзаключенных. Пока что выглядит это так, что офис не хочет, чтобы на свободу выпускали их основной актив, который можно монетизировать — политзаключенных. Лично я считаю, что освобождение незаконно осужденных — это одна из основных задач, даже если это освобождение повлечет какие-то поблажки для диктатора. Если вы, так называемые лидеры демсил, за 5 лет так и не смогли выстроить механизм освобождения политзаключенных, то хотя бы другим не мешайте это делать. В противном случае возникает резонный вопрос: а нужно ли вам это, чтобы все политзаключенные вышли на свободу? Потому что вы, скорее всего, понимаете, что тогда желающих задать вам неудобные вопросы станет еще больше. Вот такой выдалась горячая минувшая неделя. Есть ощущение, что следующие недели будут не менее интересными. И очень надеюсь, что нас будут ждать позитивные новости. Ну, а нашим зрителям напоминаю, чтобы не забывали подписываться на наш канал, делились видео со своими друзьями, ставили лайки и оставляли комментарии. С вами был канал Небеглый. Скоро увидимся.